Дамы и господа, приветствую, сэр Холмс с вами. Продолжаем прохождение Tomb Raider Rebuild, Morrowind. Нахожусь я в убежище Лича, вот он, собственно, в гроте. Его квест в предыдущем эпизоде, кто еще вдруг не смотрел. И пора мне двигать дальше отсюда. Да, я же, помнится, поставил метку, чтобы телепортироваться можно было без... необходимости проплывать все это снова. Поэтому воспользуюсь. Вот, Клич мне дал книжку за выполнение квеста. Вот, и учитывая ту небольшую дополнительную неудобность, которую я себе решил создать. Да. А именно снимать доспехи и вообще все лишнее, прежде чем отправляться в плавание вот в подобные места. Это оказывается довольно сподручно, потому что я как бы телепортировался, не промочив книжку, да, которую мне Лич выдал. Вот. Логично же, что если ты плаваешь со свитками у себя в мешке, с книгами, где-то в каких-то гротах подводных, то они же промокнуты и испортятся, и все. Ну что ж, путь у меня лежит в Алмастир. Ну, не совсем прям сразу сюда. На самом деле, да, плантация Уараны где-то здесь как раз цель моего путешествия изначальная. Сейчас, конечно, задачек уже прибавилось. Чего только стоит это убежище. Святилище Азуры, да? Я бы такой, чтоб тут переночевать у вас. Я бы даже не прочь остановиться в рабской хижине. Лишь бы койко-место выдали. А то в темноте неинтересно. Что это было? Что за звук? Тут надо разуться, да? Ну, я, пожалуй, не буду. Мне тут каких-то тапок не вижу, чтобы положили. Это вроде все тапки хозяйские. Здрасте. Приветствую, Холмс. Я Олмас Лоран, владелец этого фермерского дома. Фермерского хозяйства, наверное. Ферма перешла в мое владение после скоропостижной кончины моего отца. Он был достойным человеком, наверное, diligent, что-то вроде этого. И ферма Лоран процветала под его управлением. Я Олвас Лоран, и я надеюсь, что я смогу продолжить вести дела так же хорошо здесь. Окей, давай, что тут происходит? Рассказывай. Пока ничего нового. Да, ничего. Что ж, ладно. Поищу тут у вас кровать, если вы не против. Знаете, вообще уютные очень. Мне вот сейчас внезапно подумалось, интерьеры. В Tomb Raider Rebuild, да и в целом в Morrowind, то есть действительно все выглядит так, как будто тут реально живут. Yes, Outlander? Это, видимо, его бабушка. Это приватные комнаты, пожалуйста, уйди. Ты кто? Я жена, да. Жена, ладно.
Ну, мы с ней разговорились, она мне позволила тут остаться, я полагаю, так. О, ключ рабский. Надо взять. Шуточки. Окей, она ушла. Блин, она возвращается. Ну так-то у них тут тесновато. Тут мне явно не позволят поспать. Yes, Так, ладно. Outlander. Заночую где-нибудь с рабами, потом вернусь сюда. Выкраду ключ. Всех освобожу. О, прекрасно. Я могу даже никого особо не спрашивая тут заночевать. Так, 9 вечера. Давай до 6 утра. О, даже никто мне не прервал сон, никакие кошмары. Да, кстати, надо же приодеться обратно, это все надеть на себя. Так, какие у меня стрелы получаются самые слабенькие? Ну, все довольно стеклянные. Да. Но все довольно классные. Так, кольца все на мне остались. По-моему, ну-ка. Какое-то кольцо вмешательства в силе. Я, по-моему, с собой свитки таскаю. Или я таскаю священного вмешательства? Нет, по-моему, я никакие не таскаю. А, вот. Ну да, это явно лишний уже. Оставлю его рабам здесь. Так, кольца. Кольца, кольца, кольца. Хамелеон. Нет, все нормально. Я не упускаю никаких колец с постоянным эффектом. Довольно много тут мостов через эту реку на самом деле. Ну хотя это всего лишь мост на какой-то остров. Все это такой придаток реки, да, похоже. Угу, вижу рабов. Пошел за ключами. Вот, и где-то здесь неподалеку цель моего путешествия. Yes, Outlander. Крипта или усыпальница, в которой потерялась ученица гильдии магов. Вот, вернись. Ну, не сказать, что прям дорого-богато тут у них. Ну что ж ты? Уйди. Ну уйди. Да-да-да, я здесь. Вот у них сломанные, по-моему, пути, как это назвать, даже паттерны передвижения. Может, они не сразу хватятся потери ключа. Ну, вроде больше ничего тут ценности не представляет. До свидания. Ну шо, друзья.
У тебя есть ключ, но надсмотрщик Харана Рандас все время смотрит с Розмаром, как ястреб. Пока она дышит, Розмар не сможет сбежать. Что ты ко мне плохо относишься-то? I can already tell I'm not going to like this. Прошу прощения. Я не говорю с людьми, которых я не люблю. Ты чё? Какая ты недружелюбная, может тебя просто завалить? Да, никто не уйдут, пока ты насмотришься жива. Может тогда дать ей понять, что я не оставляю в живых людей, которые мне не нравятся. И меров. Окей. I can already tell I'm not going to like this. О, теперь она со мной говорит. Погнали. О. Угрозы проходят некоторые. А то видишь какая. Конечно, я лучше рабов освобожу, чем с вами тут буду. Уходи, не возвращайся, говорит. Смотрится, больше нет. Ты освободишь меня? Ой. Прости, я не то нажал. Мы теперь хорошие друзья, говорит. Ферма Каргбульбов. Так, ладно, хорошее дело сделано. Карма чуть восстановлена после квеста с Личом. Так, и мне нужно вспоминать. Редкую книгу. Мистерии червя, да? Так, ладно. Это все не то. Все не то. Вот, мисс Райл пропала. Ее поставили в пещеру Гант. Надо обыскать, найти ее. Как пройти сюда? Иди по дороге из Алмастира на север вдоль реки. Дорога пройдет через плантацию Аран, когда ты достигнешь самого северного края плантации. Ты увидишь проход на западе. Если пройдешь под каменной аркой, значит ты сошел слишком далеко. Вход в Гант должен быть виден в скале. И смотреть на маленький пруд. Угу. Где-то в той стороне, в общем. Каменная арка. Вот он, пруд, похоже, да? Да, это выглядит как то, что мне нужно. Вот, и если следовать моему мини-челленджу, я не хочу лезть в этот пруд за этими жемчужинами. Не стоят они такой возни.
Я все забываю, что вы враждебны. Так, сколько это ценно? Не очень. Это похоже на это. Да. Мне сюда. Скелеты ходят. Слышу, как скрипят их косточки. А это кто? Какой-то босмер обнаглевший. Что это такое? Еще один придурок из гильдии магов пришел порочить, не знаю, мою пещеру. Глупый аргонянин. Скоро ты разделишь судьбу своей маленькой подружки. Приготовься к службе под новым лордом бесконечности. Придурок. Привет, ты меня слышишь? Это я, мисс Райл. Ты из гильдии магов? Да. Где ты, мисса? Я в ловушке в какой-то темной комнате в самом низу этой пещеры. Я едва сбежала от этих монстров, шаркающих вахурских. Пожалуйста, мне слишком страшно, чтобы выбраться самостоятельно, и очень темно. А как ты со мной разговариваешь? Я, по правде говоря, я не знаю. Я думаю, что это какая-то телепатия, но у меня нет ни малейшего представления, как у меня это получается. Мы можем подумать об этом позже, тем не менее. Пожалуйста, найди меня. Я дам тебе знать, когда ты подойдешь ближе, хорошо? Пожалуйста, береги себя. Давай. До связи. Тут Квама. Ему Квамы, что ли, тут служили? Так. Второй барьер. Это можно на продажу. Перчатка Вахура. Ценность 2. Септима. Ну, в общем-то... Очень даже неплохое оружие. Так, я это выложу на всякий случай. Ловушка душ. О. Я хочу туда. Костяные наплечники, да? Или наручи. Ишь какой. О, здрасте. Вот так здрасте. Вот я только что осознал, что Тики-торч. Тики-торч. Какой-то факел Тики. Вот, в общем, осознал, что у местных вообще каких бы то ни было NPC, монстров практически ни у кого нет звуков перемещения. То есть ходят бесшумно. Ладно, NPC вот именно люди и меры, они ходят вроде как со звуками шагов, да? Вот в плане монстряков всяких с этим как-то похуже уже.
красивый кристалл. Пещерная крысятина. Да уж, какой тут low контраст. Вообще ничего не видать. Есть варианты. Туда или туда. Ну, что-то кажется, что сюда сначала имеет смысл сходить. Бедная крыса. Критический просто урон. Железо. Жила железной руды, да? Там что-то может быть еще. Мне кажется, там убежище лучника этого скелетного. Да, действительно. Мадея мертвец. Так, всего это весит 10 фунтов. Можно 25 взять штук. Чуть побольше. От чего-то надо избавиться. Треукский шлем. Черт с тобой. То есть надо же, тут у скелетов даже есть имена. Здесь тупик. Здесь. Вы, ребята, неторопливые. Bone Ripper. Разрыватель костей. Костедер. Также, кстати, звали телохранителя темного провидца Скейвенов во второй книге про Готрика и Феликса. Там он был главным антагонистом. Вот. Исследовал эту часть пещеры. Правильно, потому что пошел сюда сначала. Так, смотрите, тут у нас, похоже, офис, так сказать, кабинет этого некроманта. Видимо, с пожитками вот этих вот ребят. Сердце гуля. Подготовка трупов. 2920. Череп Каджита. Какой ужас. Установить магию. Вот это я прямо сейчас выпью. Почему бы нет? И отмычечку, пожалуйста. Даже. Так, амулет левитации. 10 на 30 секунд. Ну... Он помощнее, конечно, чем кольцо мое, но... Черт, он весит сколько? До черта. О! Ну, отмычка Грандмастера. Ничего себе.
лады, пора идти дальше. Ой, неаккуратно. Тут была ловушка, но мне повезло, магия не сработала на меня. Ну да, ну да. Ожидаемо. Ну, на самом деле разницы я не ощущаю. Что этот амулет, что мое кольцо. Жизнь и служение. Злая награда. На продажу заберу. Дверь. О! Укрепить ловкость. Череп слуги. Камни душ. Кстати, надо бы их израсходовать. Дверь пещеры, да? Я слышу твои шаги, Холмс. Должно быть, я прямо за этой дверью. Уровень замка 60. Должен справиться. Да, это было просто. Холмс, ты здесь? Ты в моей комнате, так? Я вижу тебя в этой тьме. Пожалуйста, зажги факел или что-нибудь, если можешь. Вообще-то здесь уже зажжен факел в этой комнате. Она была освещена еще прежде, чем я зашел в нее. Что? Как это может быть? Я ведь не слепа? Что? Что происходит? Человеческое сердце. Ржавый ключ. О, великий камень душ, мисс Райл. Серебряный кинжал. Труп миссы. Угу, она из камня душ со мной разговаривает. Ну вот это вот, конечно, крипово. Холмс, судя по звукам, ты прямо надо мной. Мисса, ты мертва. Твоя душа была заключена в камень душ. Не будь смехотворным, Холмс. Хватит уже этих шуточек. И давай вытащи меня отсюда. Подожди минутку. Подожди. Слушай, мне кажется, ты прав. Я мертва. Как я могла забыть? Это ужасное чувство, когда кинжал этого злобного некроманта погрузился в мою плоть, и затем внезапно такое возникло ужасное засасывающее чувство. Нет, нет, этого не может быть. Холмс, ты должен это обратить. Ты должен вытащить меня отсюда. Тут так темно. Я не могу не видеть ни одной чертовой вещи. Подожди. Куда девался пол? Здесь так темно. Ты должен достать меня отсюда. Так темно. Подожди. Куда? Ну тут все повторяется то же самое. Голос миссы испаряется с твоего разума. Это, видимо, эхо. Я перегружен.
Надо доложиться в гильдию магов. Хорошо. Хорошо. Так, мне надо подумать, что выкинуть. Итак, выкинул парочку ингредиентов. Вот эта рукавица у меня, оказывается, такая же уже была. Жалко, что одна не левая, а другая не правая. Вот, выпил зелье левитации, применил свиток. Хотя, стоп, подождите. От чего же этот ключ, мне интересно? От чего же этот чертов ключ? О, этот сундук я и не заметил. Ну ключ не от него, тем не менее. Меховая кираса. Меховая кираса неинтересная. Ну, вроде бы тут ничего больше такого нет. Ну ладно, надо возвращаться тогда. Выбираться из пещеры и драпать в Алмастир в его направлении. Все исследовано здесь. Да, ну, некромант это, конечно, был очень большого мнения о себе. Повелитель, говорит, всего сущего. И валяйся тут с Квамой вместе теперь. Вот, и надо бы поставить метку где-то здесь, потому что... Не, ведь надо будет в любом случае вернуться в святилище. Вот надо было прям там и поставить его на самом деле. Что придется через этот грот снова плавать. Так, и жемчужину надену обратно. Ну, этот Лич, кстати, даже и не в курсе, что я филактерию своровал. Ну ничего, она у меня будет в надежности. В надежных лапах Органианина хранится. Может не беспокоиться. Ну, а пока снова пробежка по Антирину. Смотри-ка, что это там у нас. Непонятная архитектура. Ну, вроде данмерская. Ну, я куда-то в цивилизацию забрел в какую-то. Подожди, где? А, это плантация Аран все еще. Серьезная плантация. Не, серьезно, что это там? Может, это все-таки доэдрические руины? Ну, как издалека ты со мной говоришь. Якус Фарагян. Бонита. У него доэдрический клинок, ничего себе. Так, ты кто у нас? Мастер по оружию, окей. Богатая оранжево зеленый регион. Так, плодородный, растен рекой. Это я все, в принципе, слышал. Это все я знаю. Алмастир уже неподалеку. Слухи. Кто-то говорит, что они видели группу боевых ординаторов, обыскивающих горы к юго, к северо-западу отсюда.
Интересно, зачем это все? Я знаю, кстати. Держись подальше, видимо, от Ассануда, говорит. Древняя башня Велоти на восток. От Вис Ишры. Ну, это где-то надо возвращаться, чтобы в эти локации все прийти. Что? Это глюк? Начни карту 4, рвут локальная экономия. Экономика. Забавно. Волонтерские экспедиции, наемные рейды против жуликов Тилвани, поселение их и тихонько, видимо, поощряются дюком, графом, нет, герцогом Варденфелла, но они не сделали ничего хорошего. Не понимаю тебя. Мундрети, плантация Мундрети. Иди по западной дороге. Я там уже был. Ну это да, их рабский рынок. Услуги. Большинство сервисов в Индал-Руне и Алмастире. Ты можешь найти их на юге, понятно? Из Ишра. Так, аванпост расположен на скалистом острове. Так. Хорошая обзорная точка. Охраняют плантации. Так, с этим парнем я встречался уже. Ладно, спасибо за... Кстати, а что ты... Подожди, что ты можешь меня потренировать? Ну, это мне пока все неинтересно еще. Ну, можно, чтобы там получить баф к прокачке каких-то там характеристик определенных перед левелапом, да? Классная прическа, смотри. Какое-то украшение, брошь, да? Довольно классные реплейсеры данмерских лиц. Вроде как лорные довольно. Я агент. Боевые ординаторы. Так, тут, наверное, мне ничего нового не скажут, да? Да. Местность. Сердце плантации. Особняк Аран. Дом от Арана. Широкие окружающие фермы. Безопасности под присмотром Хлалу. Так. Ну, я тоже вроде бы это все слышал. Опять мне говорят про рабский рынок. Ладно, ну... Наверное, если я что-то тут и смогу найти интересного, то оно будет здесь. Да, пути передвижения NPC, явно что-то с ними не так. Не знаю. Может, это, конечно, проблема моей сборки. Атриум, да? Особняка. Дом Хлалу. Может быть, там еще кто-то чем-то торгует. Посмотрим. Мне бы продать пару лишних вещей, конечно. Опять у них деревья растут тут в помещениях. Красиво, красиво. Опять быкует стража на меня. Какие-то тут почтенные данмеры. Поговорю с ними. Это что тут? Табак, Шейн.
Политическая карта Антирина. Интересно, смотрите. Смотрите, что тут. Голмок, вот, земли Хлала у нас желтым, да? Плантация Аран, видимо, главный аванпост в этих местах Хлалу. Индалрун, то есть сервисы здесь. Алмастир под храмом, здесь дом Индарил. Электрическое святилище есть какое-то. Ага, и тут крест. Возможно, есть смысл туда сходить. Здесь я был, здесь я везде был. Подожди, я не помню. Вот в Хуле я, наверное, не был. Ну, мне в любом случае сюда надо будет. Там у меня квесты. А, здесь я был тоже. Электрическое святилище. Это же как раз Малакат. И оттуда меня телепортировали в Обливион. Так. Красная — это Империя. Ну да, старый Бенгард. А это что? А, святилище. Ну, я не знаю, Infirmary что значит. Но там я тоже был вроде бы. Интересная карта, интересная. You may speak. Стильный наряд, дружище. Офицер имперского закона, понятно. Капитан гарнизона местного. А кто такой Артран? Мне самому интересно. А, он владеет плантацией. Выборный советник. А, ну вот, можно спросить про все наблюдательные пункты Хлалу. Так, западная река, так, западный берег, то есть всего есть 5 таких наблюдательных пунктов. Я вроде бы, получается, 2 уже видел, один, видимо, тут неподалеку, да? Каждый свой капитан. Пир Илу на север, командуется он Джатмундом. А, я там был. А, подожди. Да, Пир Илу, да-да-да-да. Там я убил крестоносца. Вис Ишра. Так. Дасуркур. Он не говорит, где они находятся. Вирмаран. Пасур-Сур. Забавные названия. А, вот Пасур-Сур находится рядом с Индалруном. Это дальше на юг точно. Ну, еще где-то один. Ну, один, видимо, это там, где храм, там монастырь, то есть. О, это сам Атран-Аран. Выборный советник Хлалу, компании Совета Хлалу и мастер, владелец этой плантации. Что ты хочешь? Можно потренироваться чем-то тут. Я Серджо Атран-Аран. Они сами себя называют Серджо, забавно. Знаете, я все вспоминаю того Данмира, которого встретил рядом с фортом Ветреной Бабочки. На полях Хелнима, помните, который просил его проводить до подземного городка. Это единственный мер вообще и человек, который обратился ко мне, как Серджо, он меня назвал, как к чиновнику какому-то высокопоставленному. То есть вот Серджо — это титул, которым называют вот подобных этому дяде важных персон. Так, а также один из выбранных советников Совета Хлалу. Ну, а кто такие советники Хлалу вообще? Так. Тебе следует свериться с последним изданием желтой книги Великого Хаоса Дома Хлалу. В ней представлен весь список советников и их резиденций. Ладно, неинтересно. Я думал, ты просто расскажешь мне, что их советники делают эти. Ну так-то в целом понятно, что. Управляют, наверное. Может, кстати, кто из вас знает подробнее. Так, местные плантации.
под стражей местной стражи, как это ни странно. Так, это я уже слышал. Империя контролирует устье реки. Угу, это я знаю, кто что контролирует. Юго-восток. Там что-то Дресс. Угу. Поселение на озере Андарам. Наверное, это еще не входят эти местности в Майнленд. Наверное, это ТР-превью, то есть еще недоделанные местности. Ну, что-то еще Редаран тут ползают, говорит, на озере Коронати. Калмастир. Угу. Угу. У всех есть какой-то кусочек реки. Ну, кроме Телвани, да? Да. Сотни островов на востоке, высокие горы на западе, ну и посредине региона Антирин. Все, это я все остальное слышал. Только для членов фракции. Хорошо. Тренировать он меня не будет. Ну, я и не рассчитывал. А почему без шлема? Почему Yes, Outlander? не соблюдаем правила униформы? Is there something you need? Добро пожаловать в особняк Аран. Дом самого почетного выборного советника от Ранаранов. Халу, так я мудро не буду пытаться это произнести. Так, глава персонала этого дома. Чем могу помочь? Caretaker. Озабоченная. Это я все слышал. Культисты. Культисты культуры. Сервисы. Тоже ничего не говорит. Вот. Кто-то особенный. Так. Капитан Лайна Мендрасо. Это я все говорил с ними уже. Так. Жена и сын, видимо. Они обычно в приватных покоях. Советник Ульва Хлари. Следит за финансами. Где-то в хранилище особняка, да? Новый мастер по оружию. Ну, понятно. Возможно, эти ребята, стоит найти еще этих ребят. Может быть, у них какие поручения будут. Сюда нельзя почему-то. Там выход, опять же, на плантацию. Здесь тут с кем поторговать-то? Вот я чего хотел бы. А? Ты кто? Садовник. Хорошо. Помещение слуг. You may speak. О. Хранилище. Убежище. You may speak. Ну, больше похоже на хранилище, да. You may Ага, speak. это советник советника. Здрасте. Бюрократию развели. Персональный советник советника. Домашний брат великого дома Хлалу. Ну ладно, домашний брат. Ну, с ним тоже поторговать нельзя, к сожалению. Попробуй взятничество, говорит. Классные советники. Вот так и рождается коррупция.
Вот они, наверное, также друг с другом переговариваются, да, такими фразами. Подходит, например, избранный советник Атран Аран к его персональному советнику Ульва Хлари, говорит: Ульва Хлари, дай мне, пожалуйста, маленький секрет. А Ульва ему отвечает: попробуй взятничество. Да? Прекрасно. У вас стража устала. Да, там прям дорого-богато. Он золотые слитки, похоже. О, 2 мирские шестерни, это же запрещено. Я донесу. Как Герер вон. Ну и ну, You may ребята. speak. Так, к слугам, наверное, я не пойду, смысла нет. А вот сюда, пожалуй, можно. Тут, наверное, его семейство обитает. Угу. Балкон, ну-ка. А, даже не балкон. Боковая пристройка, понятно. Синяя книга загадок. Красная книга загадок. Желтая. Смотри, любит загадки. Звук воды, стихи, да? Да, стихи. Правда Хлаалу. О, закладка, смотри, в книге у него даже. Ха. Правда Хлаалу. Тоже какие-то стихи похожи. Кость, часть 1. Это что? Адамантиновая алебарда, круто. О, среднюю броню прокачал внезапно. You may speak. Здорово. О, сколько много тем для разговора. Он тут скучает, видимо. Поручений-то не найдется ни у кого, что ли, для меня тут? Чё, вот я зря тут хожу с вами, болтаю со всеми, трачу время свое. Ладно. До свидания. Ну, нормально, тут у вас тренировки интенсивно проходят, я смотрю. Тут заперто. Атриум. О, а ты кто? Кузнец! О. Скала. Right. Щитоносец. О, торговать можно. Забавно с местной экономикой, конечно, получилось. Ладно. Мне теперь бы вернуть все эти деньги. О, неплохо. 1000. 200 монет почти. Ну, конечно, кузнецы не все далеко покупают. Вот можно было бы, например, шлем продать, да? Да, в принципе, можно. Вот сделали бы так, чтобы отображались только те вещи, которые можно продать действительно. Чем вот это вот мучиться каждый раз. Да, большинство, тем более, они не берут ничего. Ну, по крайней мере, от шлема могу избавиться, да? Это все я оставлю.
Тренировки. Мне интересно. Главная башня. Я ж хочу тут уж все доисследовать. Спальня. Outlander? О, жена, да, его? Спальня леди — это неподходящее место для аудиенции, чужестранец. Едва ли это правильно, ты не находишь? Да ладно, давай болтаем без этих всяких условностей, заморочек, стереотипов. Давай, чё ты? Ну ничего, да, нового все равно. Банда ординаторов. Ну ладно, ладно. Красиво тут, конечно, у вас. Даже спите вы с шиком. Тоже неплохой вид здесь. Там куча рабов. Так, подожди, а? Плантация Аран? А. Слушай, так у меня есть ключ, да, получается? Вообще от... Или нет? А, у этого есть вес даже ключа. Какой ужас. Плантация ретан. Но он меня уже... Ну, я его оставлю где-нибудь, наверное. Я едва ли вернусь на ту плантацию, от которой этот ключ. Можно еще тут погулять. А, вот, наверное, монастырь. Угу. Но тут все, по сути, плантации. Вон Алмастир, да? В общем, сюда я, пожалуй, не пойду. Это, наверное, самая уже верхняя точка, да? Всех возможных. А, нет, еще выше можно залезть. What is this about? Форачель. А ты кто? Озабоченная тоже. Окей, ладно. А куда еще выше-то? Тут же не было выше визуально никаких надстроек. Что-то перемудрились с интерьерами, по-моему. Мне теперь интересно до самого верха долезть. О, какой великий сундук. Ну как же его не вскрыть? Так, щуп. Сколько у меня щупов много, надо их использовать. Или может часть продать даже. А тут пусто, лол, тролли. Затроллено. Хм. Ну подожди, вот мне сейчас интересно. Вот откуда здесь это все? Классный. Столько ковров у них. С ума сойти. Так, я представляю, как они тут собираются в любом из этих мест. А, ну в принципе. Ладно, понятно, окей. Логично. И ведут беседы какие-нибудь. На важные темы, там, о войнах домов и прочем. Я тут немного по стенам побегаю, вы ж не против. Чего такого? Я хотел еще сюда заглянуть. Ну тут, по-моему... Да, ничего. Никого, с кем бы можно было потенциально поторговать, похоже. Да? Нет торговцев у вас?
Фермер, понятно. Ну что ж, дамы и господа, лайки, подписки, давайте уже заканчивать на этом. Просто мне хотелось все тут изучить по максимуму. Я не думаю, что есть смысл куда-то еще сюда заваливаться, куда-то сюда. Ну, хранилище, не думаю, что там что-то башня сторожевая, да? Вот, и в следующем эпизоде двинемся дальше к Алмастиру. Наверное, дойдем уже. С вами был Сэр Холмс, Tamriel Rebuild, Morrowind. И всего вам хорошего. Пока-пока.